Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером присоединились к прямому эфиру. Всем большое спасибо за то, что ждете и более того, участвуете и в формировании гостей, и, конечно, участвуете в разговорах и дискуссиях. Денис Елисеевич, обозреватель, блогер, со мной прямо сейчас на связи. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Многие просили разговор с Денисом Елисеевичем, прям вот серьезно отнеслись к делу, да, несколько человек, прям регулярно, и вот этот момент настал. Мы обо всем поговорим, как говорится, распакуем сегодняшний день, он достаточно насыщенный, он непростой, и самое главное, непонятное, вот восприятие будущего, перспективы восприятия. Прежде я, как всегда, да, в начале каждого эфира, и пока, собственно, вы собираетесь, дорогие друзья, скажу, что формат неизменен. Мы беседуем с Денисом, потом отвечаем на ваши вопросы. Сначала сообщество YouTube, там можно задавать вопросы и присоединяться, собственно, в нашу дискуссию в конце. И чат трансляции тоже подключим обязательно. Также QR-код, который вы видите возле меня, если работает этот сервис, на экран пишите, что хотите, как хотите, вопросы, мысли, пожелания, предложения, все, что угодно. И, естественно, 100%, конечно, большая вам благодарность и респект за эти функции, которые, если работают у вас, то вы ими пользуетесь. Это суперчат, супер спасибо. То есть не стесняйтесь, если что, это всегда очень приятно быть заметным и выделяться в обсуждениях. Начать наш разговор я предлагаю с опроса трансляции. Он звучит в нашем сегодняшнем эфире так. И он такой, знаете, персонифицированный, личный вопрос. Вот прям, вот как вы думаете конкретно? Как относитесь к заморозке войны по линии фронта? Вот такой простой вопрос. Положительно. Вот видите, Денис говорит сразу положительно. А варианты ответов следующие. Это чистой воды признание поражения. Это шанс вернуть земли дипломатией. Положительно, лишь бы все кончилось. И это крах Зеленского. Нахиба тогда это все? Варианты разные, они не противоречат некоторые друг другу. Но тем не менее, давайте начнем с этого. Денис, Лондон провалился, да, и Венс вышел и уже прямым текстом сказал, что это будет и что хотят Соединенные Штаты Америки. Заморозки по линии фронта. Вы говорите, положительно относитесь. Почему? Потому что сейчас Зеленский привел нашу страну к такой ситуации, когда у нас нет хороших завершений войны, и средних, и даже плохих. Есть только очень плохой и катастрофический. Вот сейчас пока очень плохой. Если не соглашаться на то, что предложено сейчас, а я вас уверяю, то, что публикует пресса, это не окончательно. Это всегда завышено на любых серьезных переговорах. И если бы Зеленский не вел себя так, как он ведет, не запрещал сам себе переговоры, а сел бы за стол и начал бы их сам напрямую с Путиным, или хотя бы при посредничестве США, то там можно было бы улучшить наши позиции намного. И это доказывает, например, Стамбул, который, я считаю, нужно было подписывать, естественно, доводя его там до самых лучших возможностей, самых выгодных нам из реальных. Поскольку этого не произошло, сейчас все намного хуже. Я вас уверяю, через полгода-год, уже этого не будет, но если так смоделировать такую ситуацию, пофантазировать, будет еще хуже условия. Вот и все. Понимаете, в чем заковыка? Нам в прошлую неделю всю говорили и писали в прессе в западной, в разных изданиях. Даже не хочу приводить примеры, потому что они сейчас пишут другое, да, то есть мы сейчас обсудим по поводу Крыма и по поводу других вещей. Нам что говорили? Что эта неделя будет решающей. То есть конкретно, вот если на этой неделе ничего, то есть не фурычит вот этот мирный план, то дальше США уходят и говорят: все, аривидерчи, гудбай. И вот тут возникает, наверное, главный момент истины. Тут пишет Эксиос, по-моему, да, что это гнев Америки. А чем он страшен для режима Зеленского? Или он же по сути этого же и добивается, чтобы Америка развернулась и ушла? Смотрите, мы можем только догадываться. Естественно, здесь замешаны, я убежден в этом, спецслужбы Великобритании. Но по моей информации, вот на последней встрече, не сегодня в Лондоне, а перед этим, команде Зеленского было доведено, в частности Ермаку и другим, что последует за отказом. И в этих санкциях самого Зеленского нет. Потому что если введут санкции на Зеленского, это уже окончательный конец. Там практически все, кроме него.
И я подозреваю, что сама команда Зеленского, его держатели и партнеры, друзья и Ермак не в восторге от всего происходящего. А Америка и Трамп, вы помните, он делал посты, что вот шансы очень высоки, мы подпишем, Россия, Украина заработают целое состояние, вот недавно он такое писал. А я думаю, Америка сама не ожидала, что Зеленский сейчас так поступит. А то, что будет так, я понял еще вчера. Вчера буквально там в течение часа все произошло. Западная пресса, выходит Зеленский, дает ответ, я не полечу, и команда, которая летит в Лондон, не уполномочена для решений никаких, кроме как прекращения огня. Ну, как это называется? То есть Рубио, госсекретарь США, не мальчик, Витков не мальчик. Ну, это все чисто Шапито 95. Все чисто школа криворожской дипломатии. Ну, мы смеемся, но вообще ситуация, честно говоря, очень не смешная для Украины. И я расстроился сегодня. Я не скажу, что я этого не ожидал. Я вчера все понял, у меня был стрим, я своим зрителям сказал. Но, в общем-то, все было понятно. Да, друзья, описание к этому видео, канал Дениса Елисеевича, переходите, интересуйтесь, прямые эфиры, общение, ну и как бы общение не только там с Денисом, но и с другими блогерами, и в принципе такой путь информационный, можно его отследить, да, и в ретроспективе, поинтересуйтесь о Денисе, мы тоже поинтересуемся немножко позже. Но если развивать эту ситуацию, Венс говорит заморозка, Financial Times вчера пишет, Путин готов. Путин готов. Получается, не готов Зеленский. Что выдвигает Зеленский? Мы, говорит, хотим полное, безоговорочное прекращение огня. А потом садиться и вообще в любом формате говорить. То есть вообще в любом. То есть и президенты, не президенты, нам все равно. Но давайте 30 дней зафиксируем и вот как покажем. По большому счету выставляет Зеленский свою позицию, как он вроде как тоже за прекращение огня, и чтоб не стреляли, не гибли, не умирали, чтобы остановился террор. То есть делает такую хорошую мину при плохой игре. То есть украинцы, по идее, должны бы его поддержать. Все. И те, которые поддерживали войну, и те, которые хотели мира. Смотрите, Зеленский сейчас ставит такие условия, которые он точно знает, на которые не пойдет Путин. Если вы помните, полгода назад и даже год, когда про это заходила какая-то речь, когда они делали свой фейковый саммит мира, там же было как? Выводите все войска с территории Украины и тут же садимся за стол переговоров. Согласится ли на такое Путин? И я бы тоже хотел, но я должен признать, это нереально. То, что сегодня предлагает Зеленский, это нереально. Я написал у себя, например, в X в начале года, февраль месяц начала, большой пост на английском, он собрал довольно много репостов и лайков и всего остального, просмотров. Я расписал все как будет, тегнул там всю команду Трампа. Надо очень хорошо знать Зеленского, чтобы понимать, что происходит. Я знал, что он будет доводить ситуацию вот-вот сейчас, как только наступает решающее время, он тут же будет все саботировать. И оно уже который раз ровно так происходит. Мы думали, он едет в Белый дом, подписывает там договор о минералах и куда-то все продвигается, он сорвал. Выходит министр финансов США, интервью Такеру, и говорит, мы 3 раза с ним договаривались, Мюнхен, овальный кабинет, где-то там еще, 3 раза он отказывается. Это называется саботаж. Потому что Зеленский, почему про НАТО были разговоры? Я согласен, помните, ну в НАТО только нас берите. Ему нужно что-то, с чем он пойдет на выборы. То, что он сможет продать. Смотрите, да, дела хреновенько, но я спаситель. Вот НАТО, я исторический президент, я вывел Украину в НАТО. Ну, как бы рейтинг какой-то, как думает он и его команда. А если он примет такие условия или около того, с чем он выйдет на новые выборы, о которых он просто спит и видит себя? А почему вы считаете, что он спит и выйдет пойти на новые выборы? Все же, видите, Я как это вижу. отнекиваются, говорят, нет, какие выборы, он даже военное положение за месяц, чем положено, продлили. Ну, во-первых, он сам в этом признался. Если вспомнить после ситуации в овальном кабинете, он тут же поехал в Лондон, там и давал интервью лондонскому радио, и почему-то многие пропустили, журналисты и блогеры, такую вещь. Он сказал, а чтобы я не шел на следующие выборы, со мной нужно еще договориться. Да, это было. И видео прям было из радиостудии. Да. И это, по-моему, уже нам не надо даже догадываться. Это самый прямой сигнал. Я иду на выборы. Я знаю, что команда его готовится к выборам. Я знаю, что у него на столе откуда-то взявшаяся социология, что он опережает даже генерала Залужного. И вообще он самый лучший. И у них есть такой план Б. Если сейчас каким-то чудом у команды его нагнут, то они тут же объявляют выборы, в августе проводят выборы, типа на волне, чтобы конкуренты не успели подготовиться, медийно нарастить какие-то силы после телемарафона и так далее и тому подобное. Я просто в этом убежден на 120%. Ну, видите, как у нас Гордон вообще выходит, говорит, пропаганда,
Да какая пропаганда? У меня Мгм. медиа-империя. Видели этот кусок? Это просто Да, потрясающе. Какая пропаганда? Самая свободная страна, демократия. То есть, да. получается, давайте финализируем ситуацию с Лондоном, хотя новостей оттуда мы пока еще не знаем, мы в прямом эфире, друзья, поэтому поставьте лайк. 17:10 сейчас по Киеву, ну вот, я не знаю, чего ждать от этого Лондона, потому вот очень показательный момент, что украинская делегация не понизила уровень представительства. Ну, понятно, что в кулуарах где-то там Лэмми, это министр иностранных дел Британии, и Сибига, они пересеклись. Ну, ясное дело, что тут, конечно, пересеклись. Но сами переговоры, они проходят с Келлогом и экспертами. Получается, Умеров, Ермак и Сибига понижены до уровня экспертов. Можно и так рассуждать, но вообще я не рекомендую никому ничего ждать от Лондона в таком формате, потому что когда вчера Рубио и Витков сказали, что они не летят, а потом было сказано, летит генерал Келлог, я очень уважаю генерала, у него биография, заслуживающая уважения, но ему 80 лет, и я здесь немножко, так сказать, общаюсь, у генерала не то амплуа, чтобы чего-то ждать от этой встречи. Генерал это спокойный человек, который придет и скажет: ребята, мне вот это, вот это, вот это сказали вам передать, получить ваш ответ и привести ваш ответ туда передать. Витков ведет себя по-другому. Рубио или тот же Венс, у них совсем другие полномочия и другое амплуа. Поэтому я ничего не жду, я жду реакции Трампа. Вполне возможно, что сейчас, если все действительно так продолжается, у Трампа есть две очереди санкций, предварительно у них там обсудили. Первое, очень серьезное, но еще тебе оставляют люфт, тебе это я к Зеленскому обращаюсь, люфт, еще ты можешь все исправить. Если ты после первой очереди не реагируешь, тогда уже такие санкции, которые уже до твоего кошелька дотягиваются. А если вы хотите мое мнение, то я тоже сегодня пост этот у себя сделал. У Америки не осталось, у команды Трампа никакого другого выхода, кроме как Америка поступала с диктаторами на Ближнем Востоке. То есть Саддам Хусейн, Каддафи и Ликвидация, Асад... подождите. Что-что? Ликвидация? Нет, нет, это пусть они решают, но так как Зеленский ведет дела, те олигархи, с которыми сейчас Украина еще ведет дела, сами пусть решают. А вообще это очень жесткие персональные санкции и изоляция. Конечно, нельзя против Украины и украинцев, как они делали с Ближним Востоком, потому что это гуманитарная катастрофа, отражается на гражданах, не дай бог никакие эмбарго вводить. Но вот полностью личные санкции, чтобы он не мог вылететь ни в какую страну. То есть, если его европейская страна какая-то принимает, она под вторичные санкции попадает. И его команда, вся команда то же самое. Все, они сидят в Украине, они не выездные. И деньги их все заморожены, активы, их семей это коснулось. Косвенно, конечно, я их семьи никогда напрямую не трогаю. Вот только так жестко. Просто нет других вариантов. А Зеленский просто доводит до коллапса. Я еще раз говорю, здесь замешаны другие спецслужбы, но здесь также интересы Зеленского. Я думаю, он, и я сейчас не утрирую, он сошел с ума, у него психологическая зависимость. Он не видит себя без войны, а Украину без себя. Я бы сказал, как Путин. Он же когда-то сказал, если в мире не будет России, то зачем такой мир? Я нажму кнопку, не будет мира. Вот так и Зеленский сказал. Если Украины не будет, то уже и меня, и Украины не будет. А если будет Украина, то я только президент, и по-другому никак. Он же сейчас держит всю страну в заложниках, по сути. Свириденко выпустили с публикацией, она, ну, такая духоподъемная, как всегда, да, вот это вот что, там, территориальная целостность, сейчас пресса в эти часы, вот в это время, пока мы с вами общаемся, наверное, будут какие-то более существенные материалы по поводу европейской позиции, говорят, что, ну, там, Европа будет требовать в резолюции, чтобы территориальная целостность, там, да, вот, для Украины. Принцип европейский понятен. Свириденко почему выпустили с такими заявлениями, тоже понятно. Но возникает вопрос, так а где сделка? Меморандум вроде как подписали. Шмыгаль вроде должен был позавчера, да, как-то чего-то объявить. Да. Но вот как-то ничего, вот просто как в воду в рот набрали и ничего нам не говорят об этом. Почему? Я думаю, это тоже был тревожный сигнал, что-то пошло не так, и это еще одно подтверждение, что у Зеленского нет никаких намерений подписывать договор по минералам и какой-то мир. Зеленский бы его подписал, если бы он получил примерно то, что он хочет. И я вчера был в шоке, и мне очень поздно уже вечером по моему часовому поясу прислали видео, я как-то тоже упустил. Стоит Зеленский и рассказывает: вот хотите вести дела с нами, обращаясь как бы к Америке. Вот есть Мотор Сич, мы готовы с вами партнериться. Поставьте Патриот за $1,5 миллиарда, я вас пущу. Вы понимаете, так не может разговаривать президент в целом.
а тем более президент воюющей страны, а тем более президент воюющей страны, которая явно проигрывает и в тяжелом положении. То есть это он так привык разговаривать с олигархами, когда он вел свои телевизионные дела. Там он пытался себя, я просто знаю, влюбить себя, хихи-ха-ха. Да, там были жесткие разговоры. Но он себя считает обалденным харизматичным актером, как бы, и думает, что у него это прокатит на уровне политики, топовой политики мировой. А оно так не получается. Оно так не получается. А он по-другому не умеет. Вот и все. А Ермак там уже сам зашуганный, он уже, видите, уже в костюм одел, и это, и то. И с ним уже там был отдельный разговор. Я думаю, что Ермак сейчас в кулуарных беседах там уже сам от Зеленского открещивается. И где-то, наверное, подтверждает, что у него не все в порядке. Ну, что-то у меня такие подозрения. Поэтому все очень печально. Я серьезно вам говорю, страна в заложниках. Потому что, на мой взгляд, если война продлится даже в таком формате, как сегодня, до конца года, я не думаю, что потом можно что-то исправить. Есть очень много горячих голов, которые хотят всю Украину превратить в Львов, Тернополь и Ивано-Франковск. Это ведет как раз к проблемам, точно так же, как делать со Львова Донецк, например. То есть Украина, она разная, это нужно признать. А сегодня мы открываем анонимные телеграм-каналы, которые аффилированы с офисом президента. Там ничего не поменялось. Там 24/7, Трамп плохой, мы и без Америки сможем и все остальное. А я еще знаю, кто это своими руками пишет. Это издевательство над людьми. И тут надо уже людям как-то включаться. Я не делаю никаких призывов, но как-то хотя бы разобраться для себя, что-то идет не так. Потому что когда я вижу реалии картины, я их знаю, а потом я слышу, я поддерживаю Зеленского, то у меня вопрос к таким людям. А что вы дальше тогда ждете? Ну, апогей того, о чем вы говорите, это сегодня опять какой-то опрос на улицах Львова, а там просто реабилитационный центр, и во Львове военные, которые потеряли конечности на этой войне, они получают протезы, их там досматривают, учатся ходить на этих протезах, и очень часто на этих опросах попадают именно такие военные, они по гражданке, понятно, с протезами, и вот он стоит, у него нет руки, у него нет ноги, но он очень уважает президента Зеленского, Я видел это. и сердце переполняется уважением к нему. Это, конечно, знаете, а за что нам такой президент? Как вы отвечаете на этот вопрос? За что? За нашу глупость, которую мы все, и я с себя не снимаю никакой ответственности за это, хотя я не такой старый, как 30 с чем-то лет вот жила страна. Очевидно, что, я это говорю сначала, вот вы меня представили там блогер, обозреватель, я вообще предприниматель, а это уже побочное. Я не могу ходить строем, потому и открыл YouTube канал в апреле 2022 года. Так как мы вели дела, оно вело к какой-то катастрофе. И у нас были первые звоночки, когда Путин аннексировал в 2014 году Крым, Донбасс, два Майдана, это звоночки. Ребята, что-то идет не так. И поскольку это не было принято, вот заканчивается этот кипиш, потом включается студия условно Савика Шустера или того же Гордона или Наталки Мосейчук, и там они опять развалились в креслах и опять рассказывают, мы самые лучшие, и вот что-то будет, и все без конкретики. А Украина шла к катастрофе. Более того, Украина шла к катастрофе и до войны. И Зеленский был на грани революции до войны. И олигархи это уже планировали сделать, у них 1-2 месяца не хватило, случилась война. Все очень плохо было, мы неправильно живем, у нас неправильная экономика, у нас неправильное государственное устройство, у нас все неправильно. И оно иначе не получается, это просто так в мировой истории. Денис, сегодня вышел Стефанчук и, в продолжение темы, как мы неправильно живем, и Да. выдал на гора, это было большое интервью, отрезали кусок, где он говорит о том, что, ребята, вот я просто максимально, как это, по-офисному хочу передать смысл вот его повествования. Сказал он очень неказисто, хотя вроде бы владеет словом, тоже играл в КВН когда-то, вроде бы целый доктор целых юридических наук, и он говорит о том, что, мол, смотрите, 4-й год войны, а у нас, гляньте, как вот ломятся полки в магазинах, в супермаркетах, там все, что хочешь есть. Это ведь тоже титанический труд, просто никто не замечает, как мы работаем над этим. Сказал, конечно, как, в лужу шептуна пустил, но, знаете, на самом деле, ведь на вот таких фразах и будет строиться вот эта дальнейшая избирательная кампания, о которой говорите вы. Что она будет, и Зеленского будут переизбирать. Мол, смотрите, Боннефтик, не сдал, не убежал, не сдал страну. Гляньте как. И люди, которые находятся в заложниках, им покажут там новые Rolls-Royce, BMW, какие-то классные тачки, какие-то там, не знаю, какое-то шоу. Опять Верка Сердючка влезет на
там трамвай или какой-то бульдозер и будет танцевать. И смотрите, как классно. У нас все хорошо в стране. И люди будут голосовать за этих же, за Стефанчука и так далее. А, У меня ввиду этого очень простой вопрос. Ермак протирает табакерку, как вам видится? Или он, собственно, в струе и будет вести Зеленского к второму сроку? Давайте по порядку. Высказывание Стефанчука – это как раз то, о чем мы говорили до этого. Тут же включается необразованность населения. Я не знаю, как относитесь вы, ваша аудитория, совковое прошлое. То есть, когда у людей в голове, что у них государство все решает. То, о чем сказал Стефанчук, что в супермаркетах есть продукты, это заслуга не государства, а великолепных украинских предпринимателей, которые все это организовали. И так касается всего, что в Украине действительно, и я первые 8 месяцев войны жил в Украине, все фантастически неплохо работало, потому что этим занимались мы, предприниматели, в каждой сфере, а не государство. А государство как раз только мешает всегда. И потом оно включилось и начало опять мешать. Когда оно не влезает, все великолепно работает. Это первое. Касательно Ермака, у меня есть информация, что вот Ермак там уже по-своему к Зеленскому спасает свое, сейчас будем говорить. А Зеленский решительно намерен потерять Ермака перед следующими выборами вместе со всей командой Ермака, чтобы сбросить на него весь негатив. А по задумке они обставят себя распиаренными военными, волонтерами и то, что в Украине почему-то называют молодыми реформаторами типа Миши Федорова. Вот смотрите, я реформатор. То есть, по сути, повторяет ситуацию 2019 года. Ведь когда он представлял на 1+1 свою команду, там уже 90% не осталось, как мы знаем. По-моему, только Гетманцев остался Стефанчук и Радуцкий. Много всего изменилось, но принцип был тот. Смотрите, какие прекрасные реформаторы. Но ведь это не так, и все это повторится. Но я убежден, что он будет сбрасывать Ермака. Вообще у него нет шансов ни с Ермаком, ни с Ермака. Вот вы, Александр, говорите, что будет за Стефанчука голосовать, я в это не верю. Я просто в это не верю. Приходят новости, это, конечно, шок и трепет. Значит, вышел Хексет, вокруг него министр обороны Соединенных Штатов Америки, глава Пентагона. Это, конечно, такой, знаете, удар обухом по голове. Но мы это заявление, я вот очень хотел бы, чтобы мы вплели в позицию Европы. Сейчас какой идет расклад? То есть какие-то действия будут предприниматься против украинской власти американцами. Денис говорит, и не только Денис, есть прям, это уже получается, если Денис говорит, то это третий уже источник, который четко говорит, что смотрите, это все не просто на столе, это уже подписано, просто еще не опубликовали, то есть не дали ход. То есть конкретные люди вокруг 5-6 менеджеров, вот эта вся бригада их, она уже под санкциями, фактически под санкциями. Просто они опубликуют, потом скажут, и все ахнут, да, и вздрогнут. Это будет как снег на голову. Это вот в отношении Украины. В отношении Европы, что может сделать Соединенные Штаты Америки, США более не будут, точнее, не могут быть гарантом безопасности Европы, заявил глава Пентагона. И вот тут, наверное, Кая Каллас с Крымом, там другие, там Макрон, например, его офис тоже буквально во время нашего эфира сообщил о том, что, в общем, поддержим территориальную целостность, и мы за Украину. Стармер, который говорит, мы будем до конца с Украиной, должны, наверное, задуматься. Или нет? Как США смогут обойтись с Европой? Ну, во-первых, Европа сейчас в страшно плохом положении. У Европы военные проблемы, армии совершенно не подготовлены, армия Британии в плохом состоянии, ее мало. Флот и морской, и воздушный устарел, и его мало. Ну да, у них есть ядерное оружие, и все. И поэтому они хотят выиграть время так же, как Европа. Европа ничего не делает. Там Урсула рассказывала про 800 миллиардов евро за несколько лет модернизация, но ничего не произошло. Европа не хочет делать взносы 5% в НАТО, членские взносы, к чему подталкивает Трамп. Самый плохой вариант для Европы – это Трамп выходит из НАТО. И тогда просто кранты. Просто кранты. Европа играет с огнем, но эта ситуация назревала, и я об этом 3 года говорю. Это сейчас столкновение идет. Почему я топил за Трампа один-единственный 3 года, открыто еще из города Киева? Потому что это не Трамп хороший, кто-то плохой, это борьба идеологий. То есть глобализм против либертарианства и консервативных лидеров. Вот как получилось. И вот эти глобалисты в Европе довели ситуацию до коллапса, когда Европа практически вся исламизирована, экономика полностью социалистического направления.
И все, и ничего не работает. Если сложная ситуация будет, ничего не работает. Я не верю, что Путин пойдет войной на Европу, я сразу успокою людей, этого не будет. Но ситуация, тем не менее, очень плохая. Рычаги влияния у Трампа, тарифы, которые он и так ввел, и по которым еще ничего не решилось. И НАТО, и вообще военная помощь. Европа полностью на содержании США в глобальном смысле. В глобальном смысле, если мы говорим про серьезные вещи, то она на содержании США и в зависимости от США. Денис, я не знаю как, есть такое даже ходит шутка, полушутка, ну, в часовом поясе Украины, ну, вот сейчас одинаковое время там с Москвой, с другими странами, потому что летнее, зимнее. Короче, в этих широтах гуляет шутка, когда проснется Трамп. А судя по всему, ему нужно уже проснуться, выйти с какими-то заявлениями, потому что Рубио, мало того, что он заявлял до этого, ввиду того, что отказался ехать в Лондон, делает следующее заявление. США стали гораздо лучше понимать позицию России по кризису в Украине после проведенных двухсторонних консультаций. Госсекретарь подчеркивает, что военного решения у этой войны не существует. А какое решение существует и чем чреват условный союз США и России, о котором все политики в Украине говорят? А я не знаю, почему политики в Украине называют это союзом США и России. Никакого союза США и России не будет. Если все закончится подписанием мирного соглашения, то у США будет экономическое, очень серьезное экономическое взаимодействие с Россией. Точно так же, как серьезное такое взаимодействие экономическое и с Украиной. Это будет. А задача США глобальная – это вырвать Россию из лап Китая. У США глобальный враг обозначен Китай. И здесь все в Америке это знают. А Россия – это просто 6 тысяч ядерных боеголовок. 1,7 триллиона в экономике – это не то, что пугает США. А вот 19 триллионов ВВП Китая пугают США. И то, что в Китае штампуется оружие, просто конвейерное. И об этом американский адмирал очень хорошо недавно рассказал. Большая опасность. США тоже не успевают. Поэтому для них в этом плане Россия только интерес в этом. Никакого союза не может быть. То, что украинская пропаганда это нагнетает, это да. Для меня Путин агрессор. Вы говорите, как закончится, уже только дипломатией можно закончить. Вот эти разговоры 3 года, которые велись про военную победу, это почему меня и назвали кем угодно, агентом Кремля. Потому что я вышел и сказал в 22 году, вот так вот на Ютубе. Не будет военной победы, она невозможна. И после Стамбула все остальное это просто зря смерть людей и зря потеря новых территорий. Нужно договариваться. Но вы знаете, приехал Борис Джонсон и все отменил. Почему вы говорите, вот эта шутка, Трамп проснется? Не совсем понимаю, тут надо тоже разбираться. Во-первых, маленький инсайт для ваших зрителей. В имении Трампа Мар-а-Лаго часто фуршеты разные мероприятия проходят. Там Зеленского терпеть не могут. Он там объект шуток и раздражения. Например, помощница Виктории Спарц просят, когда ты там приходишь на встречу, не упоминать вообще Зеленского. Потому что для нее это красная тряпка для быка. В Мар-а-Лаго Илон Маск, вы знаете, да, там другие серьезные люди. Всем все понятно. Но в силу некоторых как бы политических правил, пока еще, хотя Трамп не придерживается никакой политкорректности чаще всего, он не говорит все то, что он может сейчас сказать. Об этом говорят другие. И вот эти все, Рубио это высокопоставленный человек, даже помельче, это все сигналы. Та же Виктория Спарц, когда вышла в эфире американского телевидения и прямо сказала, если украинцы настолько глупы, что выберут Зеленского 2-й раз, то Украины не станет. На самом деле это сказал Дональд Трамп устами Виктории Спарц. Просто люди должны это понимать. Трамп не может сейчас выйти такое сказать, иначе конец переговорам. Так им уже Поэтому конец. Трампа не надо будить. Им уже конец сейчас, кажется. Или шанс еще есть. Как там Нарышкин сегодня его спрашивают, вот, а что это там у них там происходит? Лондон, там, Европа, Украина. Неужели все? Говорит, шанс есть всегда. Шансы есть как-то выйти на мирный трек? Однозначно да. Шансы есть, пока не введены санкции персонально на Зеленского. Это мой взгляд. И вы там сказали перед этим, очень много вопросов затрагиваете по поводу, почему США сейчас, Рубио, да, вы сказали, выступил, типа, что США сейчас больше понимает позицию России. Да. Потому что я не в том смысле, что США симпатизируют или Трамп, или Рубио России. Они все прекрасно знают, как все было. Здесь есть разведка. У Трампа частные разведывательные службы. Он не очень дружил с ЦРУ до этого момента. Они просто увидели, кто такой Зеленский, как с ним вести переговоры. Это кидало. Это кидало, который кинет всех и кидал по жизни.
И сейчас он пытается кинуть Трампа. Но только там, где Зеленский учился, Трамп преподавал. И поэтому сделать это не получится. Хорошее выражение, да, там, где учился, вот преподавал. А почему вы уехали из Украины? Но я уже сказал, я занимался Нет, бизнесом, и я смотрите, помогал армии. у нас просто, возможно, разная аудитория. Я еще раз Да. отсылаю к YouTube-каналу Дениса. То есть он достаточно активен, там, TikTok, YouTube, то есть и, скажем так, был определенный пик, и, наверное, там следующий будет мой вопрос по поводу родных, которые в Украине, то есть это тоже тема такая волнующая. Мгм. Поэтому, ну, какой-то давайте 3 минуты уделим непосредственно вашей персоне. Почему так пришлось, что надо было уходить? Занимался бизнесом, встретил войну в Киеве, восстановил бизнес во время войны, помогал армии, имел неосторожность открыть YouTube-канал, в котором, в принципе, никого не трогал, никому не мешал где-то первые 5 месяцев. Но как только я сделал первое видео про Ермака, когда Виктория Спарс назвал его агентом ФСБ, меня пригласили, мне позвонили некоторые службы. И в этих службах не только плохие люди. Там есть люди, которые занимаются Украиной, поэтому не хочу огульно говорить. А потом мне начали передавать приветы из офиса президента, что мы там заинтересовались. И в целом я понимал по этим приветам, были разные другие гадости. Моей маме и имущество, которое у меня там оставались, там сжигали. Это все задокументировано. Я понял, мне сказали, что нужно уезжать. Я уехал. И я их так раздражаю, что вот мы с Геннадием Балашовым, с которым у вас частые эфиры, мы сделали стрим, и там обсуждали, в принципе, НАТО, Ермака, Зеленского, как обычно. И моя мама опубликовала это у себя ссылку на странице Facebook. Она не блогер, а обычный человек, там 3,5 подписчика, и просмотров там нет. И они состряпали уголовное дело за оправдание российской агрессии. Но если вы спуститесь на маминой странице чуть ниже, то там все на украинском языке, волонтерская помощь и все про украинское. Потому что мы в целом такая семья. Но они, это экспертиза этого Рувина, вся эта бандитская шайка Татарова-Ермака, они все сфальсифицировали. Влетела СБУ, устроили обыск в квартире моей мамы, бабушки, изъяли технику. То есть это была ужасная вещь. И я тогда начал апеллировать уже, я тогда с себя снял все ограничения. Я начал прямую оскорблять Зеленского, они мне развязали в этом плане руки. И апеллировать к семье Зеленского. У меня видео почти 1 000 000 набрало обращение к семье Зеленского. Если ваш сын плясал на сцене 95-го квартала, высмеивал, оскорблял всех президентов Украины, которые были, всех политиков, всех мэров, всех на свете, и вашего сына, и вас никто не тронул, никто пальцем не тронул. Они прекрасно знают, я к России не имею никакого отношения. 300 раз они меня проверили. Американские спецслужбы, я нахожусь в штате Флорида. Все проверили. И они себе позволяют трогать семью. Это удел последних подонков. Вот и все. И они плохо закончат. М, Я хочу, чтобы вы вот все-таки приоткрыли, вот как вам видится, вот эту завесу вот этой подноготной. А, Понятно, что есть личное влияние характера, самодурства, граничащего с, ну, таким больным где-то нарциссизмом, чего стоит только как бы внезапный, ну вот взял и внезапно срывается на похороны к Папе Римскому. Я сомневаюсь, что ему пригласили официально там в Ватикан, но это, ну, то есть по процедуре, да, то есть это, это событие, безусловно, международного уровня. Это, то есть там есть как бы протокол, да, люди отправляют, то есть канцелярия папы отправляет приглашение. Ясное дело, что мировые лидеры, понятно, там Италия как страна. Ну, в общем, там своя... Я очень сильно... Никто не показывал, и никто... Ну, мне кажется, что Зеленского не приглашали. Это мое мнение личное, хотя у меня нет Да. подтверждения. То есть Мгм. это было просто на волне хайпа. Вот папа умер, вчера Пасха, сегодня умер. Мы поедем. Как поедем? Там вот сейчас вынесли тело, и ну, люди простые могут проститься. Ну, не простые, а там разные. И в том числе паломники. Там один день для паломников выделяют, они заходят и прощаются. То есть это Мгм. нарциссизм. Вот мы, вот вы говорите, украинцы в заложниках. Они в заложниках от одного человека или от группы лиц, 5-6 менеджеров? Вот тут очень важный момент. Короля играет свита в данном случае изнутри, как вам видится, ну, как представляется. Короля, безусловно, играет свита в силу того, что Зеленский необразованный и ни в чем не разбирающийся человек. И когда ты такой, и ты на такой позиции, то тебя играет твое окружение. Это безусловный факт.
Я тоже не верю, что его пригласили в Ватикан. Украина, хоть и христианская страна, но православная, а не католическая. Это так, как с инаугурацией Трампа. Конечно, они могли, он мог с кем-то там связаться, там есть у него связи, что я хочу приехать, да. Но вы же слышали, он хочет встретиться с Трампом на похоронах Папы Римского. А зачем, вопрос? Чтобы ему сказать, как он сказал, приезжайте в Киев, после этого вы будете лучше все понимать, как будто Трамп не знает, что происходит в Киеве и в Украине. То есть для чего им это надо? Показать всем, ну люди, я же, видите, я стараюсь, я поехал, чтобы встретиться с Трампом. Это все очередная серия «Слуга народа», квартал 95. Я сейчас не шучу, не подкалываю, действительно так оно и есть. То есть они понимают все, вернее он, только вот так, как он это понимает, и не намерен ни на шаг влево-вправо это сделать ради Украины. Если бы Зеленского интересовала Украина, а не второй срок, и личная безопасность финансовая его и его команды, он бы сел с Путиным на прямые переговоры за стол давным-давно и все бы решил. И все. Вот многие там недовольны договором по минералам, я таких людей не понимаю, потому что эти минералы никогда им не принадлежали, им, нам и не будут принадлежать. Но а как могло быть иначе? Ну, Как могло быть? подождите, Если у тебя есть посредник, он это что-то очень захочет. опасная история, Денис. В чем опасность? Зеленский как вчера сказал, да? Его спрашивают, Крым? Он говорит, какой Крым? Конституция. И сразу вот все как бы понесли, вот, потужный, незламный, Вовчик давай, то есть, ну вот это все. Мгм. Но недра, они тоже в Конституции. Получается, тут у нас Конституция, а тут что? Правильно, друзьям все, врагам закон. Конституция не прикрывается тогда, когда им выгодно. Когда им не выгодно, начинаются другие разговоры. Я вообще, разговоры о Конституции, во-первых, она в Украине ужасная, во-вторых, ее нужно переписывать полностью на 100%, что бы там кто ни рассказывал. Но по поводу недр, для меня это бизнес США и крыша США. И там, где недра, там включатся и заводы Илона Маска после этого. Если ты ведешь бизнес как Трамп в политическом контексте, то там будет дальше много всего. И по мне это лучшая гарантия безопасности, чем НАТО. Вот по мне. Потому что я знаю, как американцы ведут дела, я понимаю, кто такой Маск, какие у него методы влияния, как и у Трампа. У вас другое мнение. А что касается общества, что оно там потужный, ну это признак больного общества. Если президент в сложный момент устраивает истерику в овальном кабинете, а общество, ой, какой молодчина, какой умница, это не признак здорового общества. Здоровое общество сказало бы, ты нас подставляешь. У меня тут семья, дети, пожилые родители, там бизнес, работа или образование, учеба, а ты ведешь себя так, как будто ты своей семьей и своим бизнесом распоряжаешься, как ты хочешь. Ты в заложниках держишь десятки миллионов людей, огромную страну. Это преступление. А вы за Зеленского голосовали? Да, я это честно признаю. Знаете почему? Против Порошенко. И я голосовал за надежду, а не за обреченность. Для меня выбрать Порошенко это была обреченность. Мы можем об этом поговорить, но такая, как в Украине политическая система, я не был активным игроком в то время, такое политическое избирательное законодательство, оно не могло привести к другому. Просто не могло. Не может выдвинуться человек такого, как хотят видеть люди. Он не может выдвинуться, не то что выиграть. Выиграть это вообще отдельная тема. Когда у вас взнос на президентство 100 тысяч долларов, и он невозвратный, я скажу вам как предприниматель, я знаю мало людей, реальных бизнесменов без государства в чистом рынке, которые вот так 100 тысяч от семьи оторвут, вот я хочу там что-то побаловаться. Начиная с этого, партия должна набрать 5%, и вот это законодательство, кто писал, он сам не разбирается до конца. Там 1000 условий, куда кто проходит, и 1000 вводных, и все, оно должно совпасть, звезды сойтись. Это полнейший беспредел. Как беспредел было убрать пункт против всех. Вот это все нужно менять и все начинать с нуля. Почему я говорю конституция, федерализация. И это все нужно делать в Украине. Не для того, чтобы ее разорвать, а чтобы склеить и жить дальше без войны. И успешно. А у нас, вы видите, об успехе никто не говорит. У нас сегодня задача сегодняшнего дня, и не только Зеленского, это людей он этим заразил многих. Воевать. Ты спрашиваешь, хорошо, вот я предлагаю плохое, на твой взгляд, а что ты предлагаешь? Альтернатива какая? Воевать. Ну так иди на фронт тогда. Ты на фронте нет. А вот эти женщины, которые в Испании, в Италии, в Польше воинственные, это меня просто честно разрывает изнутри, когда я это вижу. Это такое, это аморальщина. Они себя считают патриотами, это аморальщина. С этим пора завязывать. И нужно строго-настрого заканчивать вот эту историю превращения, вот ваш другой гость Арестович называет это землянкой УПА. Это коротко, я более там широко. Но это действительно факт. Украина разная, и я ничего не имею против националистов, для баланса все нужно. Но не нужно всех делать одинаковыми.
Не нужно воспитывать, делать одинаковыми. Украина исторически разная, и люди в ней разные, но они украинцы. И взгляды нужно принимать разные. А сегодня, я просто вижу это по себе, у тебя другие взгляды не пророссийские. Не пророссийские, прошу заметить. Если бы я сидел звал Путина, я бы, может, не обижался. Все, тебя надо убить, посадить, изгнать, забрать у тебя все, и паспорта лишить. И посмотрите, дают интервью массово и говорят, так, ну если там что-то не воевал, то ты тебя лишают всего, ты не имеешь права. Это же фашизм натуральный. Да. И я смотрю, Путин эту пропаганду гнал, когда этого не было, а потом сейчас они просто каждый день работают на пропаганду Путина. Бери только нарезки дела, не надо уже Соловьева, Скобеева работать. Ты просто бери готовое и вставляй в свои видео. Это ужас. Они на самом деле пособники Путина. На самом деле они пособники Путина, в моих глазах. Просто косвенно. Если не удастся вернуть, ну, если не удастся вернуть территории, мы это прекрасно понимаем, потому что Россия не отдаст военным путем, да, ну, то, что захватила уже, а военным путем в прямом смысле этого слова, я не знаю, ну, вряд ли что-то получится, и все это понимают, самое интересное, никто просто правду не хочет говорить о том, что там 5-6% только из тех, кого засунули в бусик, они реально могут чего-то, ну, включить голову и, в общем, стать нормальными военными. Об этом прямо говорят солдаты. 5-6%. Ну, хорошо, 8%. Ну, и то это очень с большой натяжкой. Вот эти парни, которых с 18 до 24 призывают и миллион дают в рассрочку, если доживешь, но потом тебе ипотеку и еще, а я тебе просто смотрел, а где взять ипотеку? Ну так, чтобы ипотеку, ну вот такую нормальную. В Украине таких решений нет. Если там кто-то чего-то и строит, они быстренько выгнали какой-то ЖК, влупили космические цены, быстренько распродали, где-то там какие-то рассрочки, ипотеку туда не подойдешь. Никому не интересна из застройщиков эта ипотека. То есть, ну вот такие моменты, да, то есть, обычные. И мы понимаем, что просто не хватит людей и не хватит сил, не говоря уже про оружие. Как вам кажется, возможно налаживать украинец с украинцами отношения? Или те, которые украинцы остались в оккупации и сейчас в Мелитополе, в других городах оккупированных снимают видео на украинском языке о том, что смотрите, вот мы вот так вот живем, да, показывают и хорошее, и плохое. Но там нет вот этого, ну, скажем так, бусиков и всего остального. Можно как-то сшить вот то, что условно Россия прорыла, да? Сшить можно, и сшивать нужно, и это задача следующего президента номер один, потому что я опасаюсь не Путина, не экономических последствий, а то, что Зеленский сделал самое страшное. Начал это Порошенко, вбил клин между людьми. Одной большинство расы, большинство одной религии, там 95%, один цвет кожи и все остальное. Он это сделал. Это можно сделать. Но когда вот сейчас такая ситуация, они выходят, говорят, вот эти адепты, о которых вы рассказываете, вот нам нужно вернуть территории военным путем, их вернуть, но людей мы будем фильтрационные лагеря, будем разбираться, ты сотрудничал с оккупантом, ну только что череп, может, осталось померить и ДНК крови сделать. Я против этого. Это страшная ситуация, которую допустила власть Зеленского, не эвакуировала, не защитила. Это все украинцы. И я подчеркиваю, они разные. И вот это вот желание, как я уже сказал, сделать всех одинаковыми и такими, как кому-то нравится, а это был план глобалистов 100%, разделяй властвуй, стратегия и методика. Это просто отсутствие логики. Мы хотим территории, но людей мы на этих территориях будем сейчас делить, разбираться. Зачем тебе эти территории, если там такие плохие люди, по твоему мнению? Это все наши люди. И произошло страшное. Но сшить это все, безусловно, можно. Но все идет сверху. Это я, вы, кто-то там не сделал. Это сверху. Президент должен это посыл давать. А когда президент дает посыл, то просыпаются гены НКВД. Люди друг друга в СБУ сдают. Стукачат, вот он слушал музыку на русском языке. Вот эти ролики снимают. Это так не склеишь нацию. Так это раздор. Или СБУ постукает до кожного. Нет страны, которая таким методом добилась успеха. Но есть диктаторские страны, которые так существуют. Но за что тогда идет война? Я в шоке, Денис. Вот мы с вами прямой эфир, 17:45 сейчас на часах. Ермак выходит и пишет. Ну да,
То есть там взяли участь країни-учасниці коаліції охочих, в общем, все там Сибига, Умеров, мы вот со стороны Британии, советник премьер-министра по нацбезопасности Пауэлл, с Франции советник дипломат Эммануэль Бон, немец Йенс Плетнер. Встреча была в официальной резиденции Министерства иностранных дел Великобритании, там вот, да, пригласил сам министр. Ну, такой какой-то... Я журналист по профессии. То есть вот это то, что я сейчас читаю, это пишут мои коллеги. Примерно оно по возрасту, я так предполагаю, ну, люди примерно вот... Ну, те, которые тоже учились, наверное, к чему-то писать какие-то вот эти... Короче, вода одна. Понятно, что Ермак сам не пишет эти посты. Это показала Пасха. У себя в эфире я об этом рассказывал, когда он публикует вот эту патроны, да, патронтаж с пасочкой и заготовленный полностью текст, который не соответствует дню, который настал внезапно. Дню, который был тише обычного. Так вот он пишет. Встреча была, вторая встреча, это предыдущая в Париже. Ну, хочется спросить, да, как ты читаешь этот сухой текст. И сегодня продолжили глубокий диалог, который нацелен на достижение справедливого мира в Украине. Все подчеркнули, что привержены мирным усилиям президента Дональда Трампа и благодарны, ну и дальше там четкая позиция, туда-сюда, в общем, цели справедливый мир. Келлога нет. Денис, с Келлогом не встретились вообще. Значит, все еще хуже, чем мы с вами вот сейчас 40 минут обсуждали, 45. Получается так. Все еще хуже, а вот стилистика, это называется вода ни о чем. Потому что как Ермак ведет дела и как он людей организовывает. В любой непонятной ситуации выходи и говори, что все хорошо, все замечательно, и лей воду. И они так управляют государством. И пока эта вода льется, гибнут люди, теряем территории и ужас. Страна утопает в крови. Да, я вижу, как вас это подрывает, и меня так подрывает, когда я это читаю. Оттого я этот YouTube-канал вообще и завел, и все остальное. Я не могу это терпеть. Ну, просто так разрушается Украина. И я надеюсь, с каждым днем, с каждым эфиром это понимают все больше людей. Я так вот трубил это с 22 года, я все это видел, к чему это все ведет. Это страшные люди, которые сейчас у власти. Вы так обмолвились, что я ни к чему не призываю, но даже ситуация с бусификацией и с мобилизацией женщин, открытие там центров национального сопротивления, где там будут всех кого угодно учить, ну, понятное Так. дело, добровольно, учить воевать с дронами, нас готовят вообще к страшному. То есть мы просто не осознаем, в чем страх. Потому что нам рассказывает пропаганда военная, которой, как считает Гордон, у нас нет, что против нас применили все, что по нам стреляли там со всего, а мы вот такие крепкие, стойкие мы выстояли. Но если так оценить и включить, ну вы как предприниматель меня, наверное, понимаете, включить калькулятор и прикинуть, да мужиков много в Украине. Есть кого схватить, кого отправить, кого сунуть. Есть много подставных в армии, например. Те бригады, которые в тылу и никогда не были там на передовой. Они, конечно, ходят такие, рисуются, да, по эфирам ходят и так далее. Ими можно пожертвовать, новых нагрести. Женщин, опять-таки, молодежь, всех-всех-всех. И хоть Стефанчук сказал про супермаркеты в этом интервью, которое мы обсудили, он же там говорит, нет, мы снижать не будем. Снижать не будут, но выгребут всех под корень и бросят в топку войны, чтобы выиграть месяц, 2, 3. И вот тут начнется самое ужасное. Я к чему это привожу? К тому, что вот вы так, нет, не надо к чему призывать. Так а народ ничего не может в этой ситуации. Получается, изнутри проблему не решить, а снаружи США ее решить не могут. С властью, я Проблему имею в мы виду. называем что? Зеленского Да, или то, что да, война режим, власть, режим. США может это решить. Мы с вами обсуждали, какими методами. Почему люди хотят это сейчас, я всех понимаю. Но если Трамп сейчас будет делать то, что заготовлено на самый конец, то переговоры сорвутся, повторяю. А пункты национального сопротивления – это очень тревожный знак. Это, возможно, подготовка страны к партизанской войне. А партизанская война будет тогда, когда все
случится так, как мы сегодня обсудили. Если Зеленский вот пойдет до конца, у него сорвет крышу, он не будет ни на что реагировать, лишится помощи США, разведданных и всего остального. Более того, вот эти вот все, которые кричат, что это правильно, если Путин объявит всеобщую мобилизацию, они понимают последствия для нас? Я разговаривал, мне вот дали информацию, хотите называть это инсайдом, что в этой ситуации, которую вы описали, пойдут и СБУшники, и полиция, и ТЦКшники пойдут, которые сегодня ловят. Это у власти, и пусть ТЦКшники это слышат, власть именно такое планирует в самой плохой ситуации. Вот и все. А Гордон, вы часто его так упоминаете, это, я прямо уже скажу, это для умалишенных, и он себя не уважает, и аудиторию не уважает. В том видео, которое вы обсуждали, по-моему, это был этот эфир или в тех примерно датах, он сказал, в Украине нужна армия, сколько это он сказал? Миллион, по-моему, 800 тысяч человек армия нужна с зарплатой от 5000 долларов. И вы про калькулятор упоминали. Открой Да. калькулятор, это 4 миллиарда долларов в месяц. Первое. Это 48 в год. Это сейчас война стоит 46, это он 48. В невоюющей стране. В невоюющей стране. И я как бизнесмен задаю вопрос. А кто пойдет работать? Кто будет работать? Можете мне сказать? Если 800 тысяч мужчин будут в невоюющей стране в армии с зарплатой 5000 долларов, это убивает рынок. Все только туда и будут стремиться. И это уже милитари государство. Это уже не капиталистическая страна и даже не социалистическая. Это милитари государство. Это большой Хамас. Это вот так имя большая Палестина, все что угодно. Но это не цивилизованное государство в центре Европы. Нам нужна профессиональная армия, 1250-300, профессиональная. Подготовить, уже есть кому готовить, и есть кто туда пойдет. Люди получили, к сожалению, этот опыт. А не детей учить в 10 лет стрелять, я видел этот страшный сюжет Deutsche Welle, или в школах дроном учить управлять. Да вы там что, с ума посходили? И люди радуются, ой, мой сын, дочь будут в школе дроном управлять. Да он там должен читать правильные книги и думать планы на 30 лет, как вот в Америке строят. А если ваш ребенок с детства готовится к войне, так он непременно с ней столкнется. И умные родители сейчас вывозят своих детей. Следующее 1 сентября в старших классах не будет пацанов вообще. Не просто их не будет. У меня куча мам, у меня там бот в телеграм-канале, куча мам присылает, там, сыновьям 15 лет их уже вывозят. И это страшно для страны, не видят перспектив. И не хотят, чтобы русифицировали. И любят Украину, патриоты. И говорят, с удовольствием бы жили. И такие же мамы пишут, которые, как я, хотят вернуться в Украину и жить. Но говорят, мы жили и при сиренах, и при ракетах, и при дронах, но мы не можем, вот мы видим, что что-то идет не так. Ну и русификации, конечно, боятся. А жизнь человека это только его собственность. Это не собственность государства, никакого. А если это собственность государства, то это уже тирания натуральная. Сегодня в Луцке, ну, очередное видео, их сотни просто проносятся по разным сетям и везде публикуют, там не только там Telegram, не только, ну, то, что называют этим снятым на Луганск фильме, или там ИПСО, да, российское ИПСО, все ИПСО. В общем, в Луцке, ну, прижали парня к забору, а там ну, какой-то объект, ну, не сильно опасный, я так понимаю, старые вот эти военные части, которые были во всех городах, но я думаю, что все выглядят, ну, понимают, как выглядит военная часть. Ну, плюс-минус, да, кто, ну, как снаружи имеется в виду хотя бы, даже если кто в армии не служил. И там, видимо, какой-то объект. И военные отбили парня у ТЦКшников. Ну, там не сильно жестко, ну, так жестковато, и, в общем, тот пошел. То есть мы дошли до того, что военные отбивают пацанов у ТЦКшников. Есть у Елисеевича рецепт, как вот на этом этапе, внимание, я прям конкретизирую вопрос, на вот этом этапе, к которому мы пришли, покончить с беспределом ТЦК. Не год, не 2 назад, а сейчас. А только один рецепт. Закончить войну. Ситуация неконтролируемая. Я всегда говорю только реальные вещи, я не буду сейчас зрителей путать и сказки рассказывать. Только закончить войну. Вы когда такое допустили в стране, вы ничего не сделаете. Никто не хочет идти воевать. Вы же сами недавно ответили вот 15 минут назад на этот вопрос. Никто не хочет идти воевать. А надо кого-то запускать туда. Они 30 тысяч хотят в месяц русифицировать, 10 тысяч уходят в СЗЧ, 10 тысяч откупаются на первом этапе. Из тех 10 тысяч остальных большинство погибнет.
И это страшно. Потому что если они кричат, вы помните, в феврале 46 тысяч, он сказал, погибло военных, Зеленский. А недавно уже 100. Так что за месяц 54 тысячи Не-не-не, погибло? Нет. опровергли. Вы что? Это вы А. не следите за официальными новостями. Говорят, это там журналист сам придумал на CBS News, вот этом, который Трамп хочет закрыть. Это они там чего-то дописали. Зеленский такого не говорил. Нет 100 тысяч. Нет 100 Мгм. тысяч. Только 900 тел передали. Вот ну, крайний раз вот этот. И позапрошлый раз в обмен на 43. Это вот там официально говорят. Александр, тут вот я видел, кажется, это видео, которое вы сейчас описывали. Вот только можно об этом поговорить и больше ничего не обсуждать. Зеленский не может, я это своим говорил зрителям, Зеленский не может все знать, всех контролировать, в каждом ТЦК присутствовать и не должен. Он должен организовать процесс правильно. А он это не в состоянии сделать. И он может управлять страной только с помощью тирании, поскольку он некомпетентен, слаб, и у него явные признаки неадекватности психической. И в нормальной стране такого не может быть. То, что мы видим в ТЦК. Если военные отбивают, и я общаюсь с многими военными, они все презирают ТЦК, просто презирают это ТЦК. И стараются от них открещиваться. И неприятно, когда люди видят уже любую там военную форму и переходят на другую сторону улицы, потому что для них все военные теперь ТЦК. И я не осуждаю людей, это такой вот психологический момент получился. Все, Зеленский допустил страшное. А если он пользуется соцсетями, и семья его, и квартал, этот кошевой мерзавец, который, если вы видели сегодняшнее видео, как он там рассказывал, как нужно браво воевать и Крым не отдавать. Только он не на фронте, и 95-й квартал не на фронте, и их бусификация не коснется их семьи. Слушайте, а что это вообще, давайте отвлечемся, сейчас закончим с ТЦК, а что это за история с кошевым? Я, ну, понятное дело, там, ну, у себя его вставлял в прямом эфире, вот эта пасочка, да, когда он вот это, типа И пошутил. это было, и новое есть, Не, да. ну это типа шутка. Но я потом же, ну Мгм. это же профессиональное, полез, посмотрел, слушайте, так он прям там комментирует все, ну вот эти все события. Я так как-то посмотрел. Ну, смотрите, с моей точки зрения, лично с моей, да, но это неинтересно, потому что, ну а кто ты? Ну, вот, что ты вот это комментируешь, то есть у тебя какой бэкграунд, там, что ты... То, что тебя в эту лысину поцеловал Зеленский в 2019 году, когда проходил с проходкой, все радовались, и он подпрыгнул и чмокнул, а ты потом типа пасочку прилепил, это ладно, это можно обсудить. Но не кажется ли вам, что там у них какая-то скамейка запасных, что они так прям политические вещи, борьбу комментируют? Насколько я знаю, Кошевой избегал политики, и была, естественно, возможность и тогда. Но это не значит, что он не участвует ни в каких таких вот делах, о которых мне тоже известно, связанных с финансами, и это вскроется обязательно после войны. Я считаю, я тоже, мне это бросилось в глаза, то, о чем вы рассказываете. Я считаю, что это такая некая группа поддержки уже включается. Вот они имеют еще какие-то опции, и это одна из опций, которая потихонечку прощупывают. Они типа поддерживают так президента. Но, вы знаете, это аморально сегодня смотреть 95-й квартал, тем более ходить на концерты. Ну, мало того, что это просто не смешно, никогда не было смешным для меня лично. Э, Кошевой занимается аморальщиной в чистом виде. Это аморальные люди полностью. Просто полностью аморальные люди. Он живет довоенную жизнь. Ну, только сирены иногда слышит. Он не находится в тех местах, где могут быть прилеты. Мне рассказывал человек, дочь Зеленского достаточно взрослая, 20 или 21 год. Было какое-то в Киеве мероприятие, по-моему, день рождения, или ее, или кого-то там день рождения. Кафе, 5 Volkswagen транспортеров, микроавтобусов, 20-30 удошников, всех вывели, все оцепили. Дочь зашла в это кафе, там все это провели. Это живет кто-то в Украине такие реалии? Нет. Мы с вами обсуждали про школьников. И что студенты уезжают, их вывозят там и так далее. Они живут другой жизнью, у них другое все. Вот и все. И тут не о чем больше говорить в этом смысле. Да, и закончим тему с ТЦК, потому что интересно ваше мнение. Все-таки есть возможность, хорошо, остановили войну, но потом что-то нужно делать с этим всем. Вот сегодня задержали какого-то деятеля в Киевской области, который за 50 тысяч долларов давал белый билет. 50, это вдуматься. То есть мы начинали там
с 1000, 2, 3, потом это все скакануло после этих всех закручиваний гаек, там до 10, ну 15, 20 еще там были такие моменты, 25, но это уже в 2 раза больше, это 50 тысяч долларов, причем люди этому человеку несут эти деньги за то, чтобы условно там сняться со всех учетов и ходить свободно, и чтобы тебя не трогали ТЦКшники. Это вообще потрясающий уровень экономики. Вы сейчас вроде как одну тему затрагиваете, но тут важна другая тема, связанная. И что страшное, деньги потекли от созидательного креативного класса к последним подонкам, которые были никем до войны и никогда бы не были, если не война. Не тот человек, который придумает, рискует, созидает и решает кому-то какую-то проблему или продает что-то, а просто вот никто и ничто, которое продало бумажку. Ничего не произвел, продал бумажку. И вот это страшно, это будут последствия. Потому что они сейчас покупают квартиры, машины, а это должны делать сейчас предприниматели. Это все покупают. Не сейчас, а в нормальной стране. Поэтому это можно тут целый час разговаривать. Когда ты закрываешь границу, ты создаешь бизнес для вот этих вот. Но было же очень плохое решение. Я, кстати, вышел с этим одно из первых видео, по-моему, в эфир. Я сказал, ужасное решение, мне оно не нравится. Но мы знаем, это государство, с кем мы имеем дело. Сделайте 5000 долларов, и ты можешь выезжать, только прозрачно, чтобы это попадало в фонд армии. Чтобы это пошло куда надо. Они создали бизнес для вот этих негодяев. И люди даже не понимают, о каких деньгах речь. Это миллиарды долларов в год. Вот этот рынок, схема, о которых вы рассказываете. Выезд, белый билет. Миллиарды долларов. Это фантастика. И чем они больше ужесточают, просто ценник растет. Просто растет ценник. Но в абсолютных цифрах в карман этих мерзавцев попадает столько же денег, сколько и раньше. Просто тогда больше, но дешевле. А сейчас мало, но вот за 50 штук. И есть те, кто платит. Конечно, есть те, кто платит. Ну да, это же есть те, кто ходят там в АТБ, а есть те, кто ходит в Ля Сельпо, да, или там какой-то Гудвайн. То есть всегда есть спрос на какой-то такой товар, да, о Но в котором... Киеве, в Украине теневая экономика очень серьезная. И без нее бы вообще при таких налогах бизнес не работал и при таком законодательстве. Поэтому есть люди, которые будут платить, да. Друзья, давайте подведем итог нашего сегодняшнего опроса. Спасибо большое, нас там 17 тысяч. Значит, вот такие они. Как вы относитесь к заморозке войны по линии фронта? 6% это шанс вернуть земли дипломатией. 13% это чистой воды признание поражения. 25% это крах Зеленского, нахиба все это было. И 56% положительно относятся, лишь бы все закончилось. Спасибо большое, друзья, что проголосовали. Пожалуйста, поставьте лайк. Что скажете по поводу итогов опроса? Эти итоги сами о себе все сказали. Уже красноречивее ничего. Да, значит, переходим к вашим вопросам. Буквально несколько вопросов. Давайте традиционно сообщество YouTube плюс чат трансляции. Начнем с сообщества. Люди, которые, Давайте. ну так, да, заблаговременно более-менее писали. Казачка тут прикалывается над Шелестом. Как смотреть, если канал заблокирован в Украине? Слушайте. Ну это, ну я все рассказывал как. Это, конечно, такой лютый жах, просто позорище. Когда, помните, вот это вот все смеялись такие над русскими, а вот вы, у вас там страна, вы там рабы, россияне, да, вы такие-сякие. Потом начали, немножко уже перестали смеяться, ну это видео были старые подалека, помните, Зеленского, Да. вот это все. Потом начали говорить, вот вы тут такие, вас отрезали от цивилизации, вам заблокировали YouTube, ваши же, ха-ха-ха. Ну так точечно просто берут, выпиливают, и все. И получается, и украинец, и россиянин могут встретиться на одном VPN. Точно все будут блокировать на Ухналь в Украине? Что думаете? Чистый элемент политической расправы. Ну как можно вводить санкции на своих граждан? Как это можно делать? Бездоказательно, потому что кто-то там, у них же разные случаи, кто-то просто бумажку подсунул нужную или за большие деньги, а кто-то вот просто расправу, месть часто, месть за что-то. И я, например, Крюкову никогда не поддерживал в ее деятельности в том издании, в котором она работала, направлении. Но я признаю, она очень мощный журналист, жаль, что она просто в такое направление пошла для меня. Но я поддерживаю ее полностью против санкций.
Надо не закрывать рот каналу, журналисту, и телеканалу, YouTube-каналу, а предложить людям то, что выиграет в конкуренции. Понимаете? То есть Медведчука каналы в Америке бы никто не смотрел. Он ничего не может предложить американцам. Смешно. Или итальянцам, или французам, или испанцам. А если вы не можете ничего предложить, остается только закрывать. Да, значит, поехали дальше. Добрый вечер. Денис, если Зеленский уйдет сам, по добру, по здорову, и к власти придут ваши единомышленники, вы по-прежнему будете бороться с Россией до границ 91 года или согласитесь с условиями, предложенными командой Трампа? Спасибо. Не знаю, кто такие мои сторонники, мало либертарианцев в Украине. Я однозначно сяду за стол переговоров и пойму, что можно сделать. А я не хочу брать на себя ответственность, на что меня выводили там некоторые другие блогеры, отвечать за Зеленского или брать ответственность за тот коллапс, к которому привел не я и не вы, а Зеленский управлял государством. Поэтому я сяду за стол, узнаю, что происходит и что мы можем сделать. И закончить лучшим из доступных опций и способов. Сергей, вопрос гостю. Деньги делают деньги. Это положительная обратная связь. То есть богатые будут богатеть, а в том числе давя менее богатых. Если государство не будет сюда лезть, система развалится. А слабое государство, сил не хватит лезть. Богатые купят чиновников. Как вы себе объясняете эту проблему? Никакой проблемы нет, эту проблему вам придумали марксисты, Советский Союз. Я капиталист, и есть примеры в мире, масса, вы можете поехать и посмотреть, как это все работает. Никого ни от кого не нужно защищать в цивилизованном богатом обществе, где работают законы. А людям нужен всегда какой-то вот тоталитаризм, рабовладелец. Я не понимаю, зачем. Свободы нужно хотеть, а не контроля. Владимир, вопрос. Как вы думаете, Денис, на каких границах, каких областей может остановиться Российская Федерация? Российская Федерация может остановиться так, как все есть сегодня, но если Зеленский пойдет то, о чем мы сегодня обсуждали, то все может закончиться на левом берегу Днепра и звонками в Вашингтон спасайте, потому что мы сейчас все потеряем. И я серьезно, я за это очень сильно переживаю. Можете читать даже неприятные вопросы, можете это не фильтровать. Не, я просто, люди просто тут общаются, дело не в неприятных вопросах, абсолютно нет. Там, ну, просто вот, ну, смысл, например, да, там, Елисевич, а что ты можешь предложить? Ну, вот, что может Елисевич предложить? Да, у меня программа реформ опубликована и сейчас будет детально публиковаться. Я вышел с предложениями, а не с критикой как раз. Но без критики никуда, когда такое происходит. Мгм. Значит, вопрос, а что Зеленскому бояться пойти на отказ от территории ради прекращения войны? Ему же просто нужно вынести этот вопрос на референдум и делегировать ответственность за это народу. Конституция не позволяет. Ну так у него монобольшинство, да и вряд ли найдутся депутаты, которые пойдут против изменения в Конституцию, снимающих с них же груз такой ответственности. Тут и да, и нет. Вот если я скажу, референдум нужен, вполне разумно сказать, так он наварил эту кашу, а люди берут на себя ответственность. Это неправильно. Да вообще, вот хороший, кстати, вопрос. Сунцванг, нет у Зеленского хорошего хода. Ни для него, ни для Украины. Вот там санкции, а там на выборы не попаду, а там лишусь имущества, а там на второй срок не попаду. И вот у них задачи, люди должны понимать, с Ермаком. Давай этот месяц удержимся. Вот надо прожить месяц. Они не ставят цели на год, на два. И никто там не думает про Украину, не считает ВВП и перспективу и что-то такое. Лина Востроилова, вопрос. Военные действия будут продолжаться, пока будут происходить политические торги между политиками, или пока военные со стороны Украины поймут и решат, что продолжать нет никакого смысла? Да нет, я такие настрои не буду поощрять, военные перевороты на руку России. Я проукраинский, проамериканский человек. И да, пока политики. Вот надо принять вот ужас этой жизни, несправедливость. Пока политики будут договариваться, будут гибнуть люди. Вот так ужасно все устроено. Александр Д. Вопрос. Здравствуйте. Спросите, пожалуйста, у гостя. Марш СС Галичина на 9 мая будет? Я так понимаю, в Украине, так он говорит. Я не знаю. Я не знаю, я это не приветствую. Я это не приветствую. Это была технология, это было разжигание. Мне хорошо известно, как это работает. Все понимают прекрасно.
Евгений, сколько продержится Украина? Она может продержаться и год. Вот честно. Она может продержаться до лета 26 года. Но от нее ничего не останется. И территориально, ну, что-то там добудет по людям. Просто по людям. А после этого, если представить, что еще война год, но вот она закончилась, уже точка невозврата. Уже не будет ничего такого, что мы сейчас себе в голове представляем и фантазируем. Настолько плохо дело. М, Жизель, вопрос. Как вы думаете, признают ли США Крым, как они признали голландские высоты и суверенитет Марокко над Западной Сахарой? Спасибо. Тоже где-то люди вычитывают это все. Ну, четко же написано, США готова признать Крым. Ну, что здесь еще думать? Я не знаю, согласятся, не согласятся. США к этому готовы. Все. И тут нечего уже обсуждать. А голландские высоты, люди начинают искать эти исторические параллели. Вообще, надо признать, Украина сложная страна, и ситуация сложная. И когда требуют от Трампа закончить войну там столько-то дней, брось все в Америке и свои проблемы, очень сложная ситуация. И решение будет таким же сложным, и таким же тяжелым. И все выпьют крови, и Путин, и Зеленский еще. Я людей просто готовлю. Александр, вопрос. Александр задает. Почему Денис Елисевич не объединяется с Геннадием Балашовым, ведь оба вроде как либертарианцы? Да мы неформально объединены. Мы по экономическим направлениям, по видению и концепции говорим примерно одно и то же. Да, взгляд на американскую политику у нас разный, на некоторых личностей. Да, там мы отличаемся. Спрашивают, какой бизнес у него был или есть? Ну, чем сфера? В Украине это были пассажирские перевозки, и перед войной была открыта финансовая компания, но не успелось ничего сделать. Сергей Фред, Шелест, спроси, пожалуйста, что с папой Елисевича? Когда ждать его возвращения в YouTube? А у вас и отец ютубер? Смотрите, мои родители развелись, когда мне, я 100 раз уже рассказывал, когда мне было 6 лет, и я не влияю, я не общаюсь и не влияю на деятельность. Поэтому вопросы задавайте мне по моим деяниям, взглядам и по моему ютубу. Ну, А видите, другим людям задавайте по поводу них. Я без понятия. ваши, да, то есть пришли, видимо, зрители, или которые там с вами, это тоже хорошо, это тоже прекрасно. Друзья, поставьте лайк и напишите. Денис Елисевич, ссылка в описании, канал, который там, ну, регулярные стримы и, собственно, вот эти вопросы. Просто как бы, я человек новый, поэтому интересно. Марина Калаката, вопрос. И кто же разжигал в Украине и с какой целью? Можете ответить на этот вопрос? Кто разжигал эту войну и с какой целью? С одной стороны разжигал Медведчук, такие как Медведчук и он, а с другой стороны разжигали глобалисты, которые взяли под контроль вот этот USAID, влил кучу денег, и европейские ястребы войны, Ми-6. Задача, они увидели, что Украина неблагополучная страна, задача была столкнуть с Россией, а Россия особо не была против, поскольку у нее имперские замашки, чтобы вот это вот все просто происходило. И от этого всего не выиграет Украина и никакой украинец. Хотя людей накачивают, что вот это цель их жизни. Но когда цель вашей жизни война, то я говорю еще раз, это Палестина. И коль мы в такой ситуации, то нужно брать пример, наверное, с Израиля, а не с Палестины. А тут с детства накачивают ненавистью. Это неправильно. И интересы всех нужно учитывать. Да, Наташа, вам не стыдно быть украинцем? Нет, мне не стыдно быть украинцем. И что такое украинец? Для меня украинец это политическая нация. У меня и другая кровь есть. Но странный вопрос. Да. Нет, не стыдно. Зеленский это не Украина, Украина это не Зеленский. Я не могу сказать, что я горжусь, потому что гордиться национальностью или паспортом это так себе история. В целом, в принципе. Но стыдиться нет. Вы же понимаете, насколько такой хороший вопрос? С подтекстом. С очень большим подтекстом. Даже в рамках вот этой войны с широкомасштабного вторжения, я имею в виду, да, то есть 22 года, в этот период. Ведь там же, как говорили, русский паспорт, ну русским, да, канцелинг русских, вы такие-сякие. Они сами выходят и говорят, ой, комплекс возникает, да, у них, что вот я вот, у меня паспорт страны-агрессора, я вот... И как вот это все, ну вот меняется сейчас, что получается, что, ну, и все из-за режима. Что в первом случае, то есть в начале, что сейчас достаточно стыдно за... Ну вот овальный кабинет, это вершина была этого всего стыда.
на самом деле, так если для думающих людей разместить? Вот Нет, безусловно, но мы не должны это проецировать на себя, и я бы не ставил так вопрос, так как ставят эти люди. Саня, спроси, это задает вопрос Саня, спроси у Елисеевича, почему он на словах за плюрализм мнений, а сам банит на своем канале направо и налево. Нет, у меня плюралист мнений там придерживается и другое мнение, но нужно себя вести корректно, и я не хочу дальше это нехорошие слова в эфире повторять. А, Люди там в гостях, а если вы в гостях, ведите себя прилично. Понятно. Опять не знаю, насколько корректно, но это все связано непосредственно с вашей деятельностью, поэтому задам. Денис, почему Пожалуйста. Луганский на вас обиделся? Обозлился даже. Я не хочу. Ну, просто это не стоит этого внимания, ситуация. Луганский непорядочный человек, мягко говоря. Подлец, подлый. Мгм. Нет, ну смотрите, опять-таки, моя задача не вот этого Да, я даже. понимаю. Моя задача ни с кем, никого, ничего. Я очень не люблю вот этих моментов, потому что ввиду после того, когда санкции ввели, там, знаете, тоже начали, ну там, да, Мгм. вот это все. Я понимаю. Я выше и вообще в стороне от этого, мне это не интересно. Значит, Владислав Ерохин, ну вот, но люди задают вопрос, поэтому подтекст, Пожалуйста. если профессиональный подтекст, тогда, конечно, это интересно. Если это что-то другое, то бог с ним. Владислав Ерохин, вопрос. Не хотите переименовать должность президента Украины в должность царевича Украины? Нет, не хочу, но в то же время не поддерживаю предложение некоторых политиков упразднить институт президента в Украине. Вы знаете, сейчас это очень часто звучит, мол, чтобы не допустить больше диктатуры. Да, мы диктатуры не допустим, но мы допустим отсутствие возможности сделать радикальные реформы и взять другое направление. Потому что парламент это всегда ссоры, ругань, в случае с Украиной коррупция, и ни одна парламентская республика не сделала мегареформы. Почти нет таких случаев в истории, почти. Канал называется «Американская правда». Вопрос гостю. Какое участие он принимал в Майдане 2014 года? Да, принимал участие в Майдане 2014 года. Не за деньги USAID, а еще и свои давал. Не вышел туда ни за что, кроме как против диктаторских замашек. Я в этом не могу жить. В диктаторских замашках ни путинских, ни зеленских, ни януковичевских и все остальное. По прошествии времени я могу вам сказать, это была ошибка. Когда мы уже знаем про USAID, про всю эту технологию. Но я не часть этой технологии. Я стоял там за другое. И тем более не то, как оно закончилось. Я не выступал ни за Кличко, ни за Яценюка, ни за Порошенко. Я не выступал там за фамилии. Вот и все. Но вы же согласны, если сейчас посмотреть на то, как устроено государство, что Янукович мальчик в штанишках по сравнению с тем, что сейчас представляет из себя режим управления государством? Янукович, безусловно, мальчик в штанишках, и я бы сказал, даже Кучма мальчик в штанишках на фоне Зеленского. Но это вовсе не означает, что я поддерживаю их направление. Меня интересует, я продвигаю совершенно другое, что очень далеко от тех деятелей, которых вы спрашиваете. Мгм. Юрий, сейчас словам никто не верит. Имеете ли вы, Елисеевич, контакты с дипломатией США, чтобы продавить свою позицию? Хороший вопрос такой. Я не знаю, назвать это дипломатией. Я имею контакты с некоторыми лицами в США, но это работает намного сложнее, чем люди себе могут представить. Вот прям намного сложнее. Это дает тебе информацию, но по-настоящему повлиять очень тяжело. Будет проще после Зеленского. Вот там будет проще. Сергей Пермяков, США это враг Украины или друг? Если друг, то зачем стравили ее с Россией, обещав НАТО, если если администрация сменится? Смотрите, вот потому неправильно говорит США. Администрация Байдена враг Украины, администрация Трампа друг Украины. А если в целом США, в моем разумении, в моем видении, это союзник Украины, и мы должны быть союзниками. Это не понравится, наверное, вашей аудитории, но я так считаю. Союзниками, не партнерами, союзниками. А Мгм. вот Евросоюз нет. Александр, вы вообще в курсе, что Елисеевич хочет отнять право голосовать у пенсионеров? Чего это вы, Денис, на пенсионеров? Нет, я продвигал концепцию, чтобы голосовали только те, кто платят налоги. Так это концепция Гордона, он ее раньше Александр, у замастерил. Гордона нет никакой концепции. У Гордона концепция это зарабатывать деньги любым способом.
Вы помните, как он во время власти Зеленского, но до войны, рассказывал, как за ним НСРД, все спецслужбы следят, хотят убить, сакральная жертва, посольство США ездил, посольство Британии ездил, письма всем отправил. А сегодня, нет, если не Зеленский, и Украины не будет. А Ермак такой деятель, что просто фантастический, просто историческая личность. Вот и все. Это даже не стоит обращать внимание. Я потому и в политической миграции, потому что я не такой. Мгм. Где вообще митинги против власти Зеленского, как думает Елисеевич? Митинги невозможно. Я тоже осуждал русских в начале войны, почему они не делают никаких митингов. Когда в стране диктатура, и уже не осуждаю, вы просто не можете это сделать. И я кричал, повторяю, для того открыл YouTube, я людям говорил, люди, это диктатор. И люди не поверили, подумали, я преувеличиваю. А теперь уже ничего не сделаете. Военное положение, спецслужбы управляют Украиной. Все. И Зеленский опирается на ментов и на спецслужбы. Как Да. любой диктатор. Значит, вопрос. ПДВ 20% при покупке чего угодно, это что, не налог? Спрашивает в наш эфир. НДС, ПДВ по-украински, это ужасно, и это нужно убрать, и налог с продаж или налог с транзакций вводить. Вот это как раз моя тема, и это не тема эфира. Да. Марлисана. Вопрос, как вы относитесь к Арестовичу? К Арестовичу я не могу сказать, как я отношусь, потому что Арестович каждую неделю как-то разное бывает. Сейчас он более-менее 2 месяца стабилизировался, я его более-менее поддерживаю. Но до этого, когда он работал в офисе президента, это вообще, поэтому... Но я не хочу сейчас ему вредить, вот честно скажу вам. Каким-либо А образом. как вы ему навредите? Ну, знаете, там типа, мне есть что сказать, но как бы публично что-то плохо о нем говорить. Он выступает против режима, и слава богу. Я таких людей как бы негласно не трогаю, вне зависимости от личных там отношений. Есть ли подполье в Украине, возможно ли оно? Подполье против кого? Но тут даже, кстати, интересный вопрос. Подполье, то есть русское подполье, которое за Россию, или подполье против власти, которая подпольно что-то делает, но оно не за Россию. Ну, в общем, подполье, да, это такой интересный вопрос. Не написал пользователь. Ну, Мгм. давайте так, давайте все-таки, ну, мы как бы не будем, там, подполье русское. Нам там показывали периодически какие-то видео, да, с Николаева, еще откуда-то какие-то ребята в масках, непонятно что, как. Вот там, правда, непонятно где, чего и снято. Они говорят, что оно есть. Поэтому давайте. Пропаганда российская говорит, что есть. Поэтому вот вам ответ. А что касается подполья внутриукраинского за Украину? Ну, против власти, против режима Зеленского Да, имеется да, в виду. да. Нет, все подполье на кухнях, кухонные разговоры, люди зашуганы, запуганы и все остальное. А все остальные, они просто боятся. Нет никакого подполья. Да, друзья, всем большое спасибо. Замечательно провели время. 82 минуты мы были в эфире. Денис, благодарю за то, что нашли время и поделились своими мыслями. Спасибо за приглашение. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк. Это очень важно. Сейчас меняются алгоритмы YouTube, но как бы, да, ничего страшного, ничего у них не получится, у этих затыкателей ртов. Но это нужно показать YouTube. Лучший способ — лайк и несколько хороших, добрых или не очень хороших, не очень добрых, но слов в комментариях. Поэтому приглашаю к обсуждению этого эфира, ситуации в Лондоне и разговора с Денисом Елисеевичем. Увидимся обязательно. Берегите себя и друг друга. Добра и света.